Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на июнь 2023 года. Вступаем с вами в лето, поэтому посмотрим, какие энергии будут у вас преобладать в июне месяце, чем вас этот период удивит, чем порадует и, в принципе, к чему нужно будет подготовиться. Помогут мне сегодня в этом Dreamy Moons, очень интересная колода. Будем смотреть, как она раскроет ваш событийный ряд. Поэтому настраивайтесь и приступаем. Общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, арканы вам видны? Приступаем. В общей энергии месяца у вас ложится старший аркан суд. Ну, по суду это в первую очередь восстановление чего-либо. Это, знаете, как реанимация. Реанимация не в смысле находиться в больнице, да? Нет, это восстановить что-либо, реанимировать. Отношения, старое хобби, увлечение, восстановить состояние здоровья, восстановить документы, восстановить какие-то права, если они вами были утрачены. То есть здесь это решение этих нюансов. Опять же, судебные практики, будь то развод, опекунство, раздел имущества, вступление в наследство, либо ряд других вопросов. То есть опять же, решение этих острых и наболевших для вас ситуаций. Будем смотреть, в какой сфере жизни это будет наиболее актуально. Ну вот семерка жезлов подтверждает, да, это отстаивать, стоять до последнего, стоять на своем. И по десятке пентаклей это вопросы семейного плана. То есть все-таки, как я говорила, опекунство, раздел имущества, наследство. То есть все, что касается семьи и денег. Вот так. Еще, конечно же, здесь может быть ситуация, знаете, как отстаивать право на возможность, допустим, приезда родственников к вам, если вы находитесь в другой стране, на оформление каких-то документов, льгот, дотаций для вашей семьи. То есть здесь отстаивать еще их права и какие-то возможности для них. Смотрим вопросы карьеры и работы. Здесь у нас ложится четверка чаш. Ситуация отчаяния, пресыщения. Знаете, ситуация, когда опускаются руки, все надоело. Хочется уйти в закат, отдохнуть, и чтобы вас никто не трогал. Для кого-то это может быть ситуация, связанная с безработицей. Потому что четверка чаш, это, знаете, когда вы ищете и не можете найти. Не потому что нет вакансий. Безусловно, они всегда есть. Хочется ведь найти дело по душе, которое радует, которое воодушевляет. А вы не можете найти такового, да, что было бы и нормально по доходам, и действительно вас привлекало. Будем все-таки этот аркан раскрывать и смотреть со всех сторон и для каждого из вас. Итак, для тех, кто у нас не работает и работать не может. По рыцарю жезлов вас утомляет жизненный хаос, что, допустим, вы наводите порядки в семье, да, никто этого не ценит, не замечает, пришли, все перевернули вверх дном, снова хаос, вам нужно все приводить в порядок, опять убирать, вносить стабильность. Вы от этого устали. Вам хочется смены картинки, вам хочется реализации, хочется на все плюнуть, да, и податься, заниматься своим делом, но пока нет таковой возможности. И если же вы у нас соискатель, то четверка чаш и десятка жезлов. Говорю, сложный поиск работы, то есть нет той вакансии. Да, вам могут предложить какую-то работу, как я говорю, за 3 копейки, но вы же понимаете, вам нужно содержать себя, там, допустим, кормить семью, откладывать какие-то ресурсы. То есть все то, что предлагают на рынке, не будет вам подходить и соответствовать вашим требованиям. И если вы у нас наемный сотрудник, то четверка чаш и королева чаш. Это, знаете, как я говорю, энерговампиризм. Когда на работе кто-то зудит, постоянно вас каким-то образом одергивает, к чему-то докапывается. Говорю, энерговампиризм. Вы на работу уже просто идете, знаете, как на каторгу. Потому что это может быть или коллега, или руководитель. Из вас постоянно, знаете, говорю, выжимают все соки. И вот этого устали. Вам хочется легкости, хочется свободы, но пока нет для этого альтернативы. И если смотреть ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, по четверке пентаклей вроде бы все стабильно. Но опять же вас эмоционально напрягает тот факт, что эту стабильность нужно постоянно поддерживать и вытягивать. И что нет активного прироста, развития вашего дела, нет активного прихода денег. То есть на том же уровне, как, допустим, может быть несколько лет подряд. И это может вас обескураживать. Если смотреть финансовую составляющую, по тузу звезд, он же туз пентаклей, деньги здесь, безусловно, есть, и прибыль есть, но
Деньги, которые будут даваться тяжело, будут даваться с трудом. Единственный плюс, если, допустим, здесь были вопросы раздела имущества, наследства или каких-то, допустим, выплат, которые вам положены, то вы их получите. Вот это, наверное, единственный основной такой знаковый плюс во всей этой ситуации. Если рассматривать вопросы здоровья, девятка кристаллов, она же девятка мечей. Кстати, не знаю по каким причинам, но у многих знаков зодиака на состояние здоровья ложится этот аркан. Карта негативна. А негативна в каком аспекте? Тут даже не вопрос, что вы ментально, эмоционально себя накручиваете. Дело не только в этом. Это карта постоянного внутреннего стресса, который может впоследствии привести к состоянию тревожности, паническим атакам, бессоннице. Или ситуация, когда у вас идет сбой биоритмов, вы там путаете день-ночь. Ночью не можете уснуть, днем ищете возможность отоспаться. Это постоянные, знаете, как внутренние переживания, которые сказываются на всем организме. И нарушение работы ЖКТ, и могут там высыпаться волосы, и это отражаться может в виде там зуда на коже. Но это все стрессовый фактор. То есть здесь рекомендовано уже обращаться к врачу, чтобы там, допустим, принимать какие-то гомеопатические препараты, седативные, там чаи пить или что-то такое. Массажи, расслабление, то есть держать эмоциональный фон под контролем, насколько это возможно. Понятно, что у всех свои временные и денежные возможности, но постарайтесь уделить этому внимание, насколько это возможно. Иначе впоследствии, знаете, мы не понимаем, откуда вылазят те либо иные болячки, а они у вас, видите, от состояния внутреннего напряжения. Личная жизнь. Рыцарь кристаллов, он же рыцарь мечей. Это повышенная обидчивость, агрессивность, вспыльчивость. Ну и понятно. Вот здесь ключевым фактором является ваше состояние здоровья, которое к этому приводит. Ранимость, плаксивость, сентиментальность, знаете, слезы на ровном месте. Вам кажется, что никто вас не понимает, не поддерживает, не любит, и вы будете, знаете, здесь рубить с плеча. Давайте проверять, так ли это. Для тех, кто у нас свободен. Рыцарь мечей, девятка звезд, она же девятка пентаклей, самодостаточное одиночество. И здесь у вас по ситуации, даже если кто-то с вами будет пытаться знакомиться, вы будете рассчитывать или взвешивать, что это все на каких-то корыстных мотивах. Будь то финансовый, либо сексуальный интерес, что ваш партнер или партнерша, то есть люди, с которыми вы знакомитесь, не пытаются рассмотреть в вас душу, не пытаются рассмотреть в вас личность. И как следствие это сразу же всех отсекать. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, рыцарь мечей смерть. Ну, здесь это жирная точка, это прям отсечь, вырвать с корнем, видите, вырвать из груди. Потому что все. Нет возможности вам терпеть вот эти эмоциональные переживания. Не готовы вы к этому. И для тех, кто у нас находится в стабильных союзах, рыцарь мечей, отшельник. Это ощущать себя одиноким или одинокой в партнерстве, что нет поддержки, что нет любви, нет заботы, нет взаимопонимания. Вы ощущаете себя одиноким, даже будучи в союзе. Может быть и ситуация, когда вы по ряду причин разъехались. Например, партнер уехал в командировку, или вы вынуждены по обучению отъехать, или вас разъединили боевые действия, вы уехали там в более безопасное место. То есть здесь злость на саму себя, на ситуацию, на партнера, на саму обстановку, потому что вы не ощущаете помощи и поддержки. Это по принципу все сам или все сама. И вас, безусловно, это угнетает. И да, вы здесь можете срываться на вашем окружении, на близких людях, на знакомых, кого-то эмоционально, ментально ранить, но уж такая здесь ситуация. И смотрим рекомендации от карт. У вас здесь ложится аркан жрица. Жрица — это в первую очередь ситуация и рекомендация прислушаться к себе, к своему внутреннему я, к своему посылу, призыву. Обращать внимание на вещи сны, на какие-то знаки, которые могут вам идти. Даже, знаете, как на случайно обороненную фразу каким-то знакомым человеком, да, потому что она может быть как ключевой ответ на какой-то ваш внутренний посыл, на ваш внутренний запрос. Опять же, жрица, поскольку это у нас глубины нашего подсознания, действительно здесь может проходить работа с психологом. У кого-то это могут быть энергетические чистки и практики.
Для кого-то самостоятельное погружение в мир эзотерики. Неважно в какую нишу, будь то гипнотерапия, нумерология, мантика, вопросы оккультизма, у каждого это свое. Но здесь это, знаете, как чтобы найти какую-то почву под ногами, стабильность, найти какую-то базу. То есть вы ощущаете себя комфортнее, когда вы владеете какой-то информацией. Опять же, жрица это может быть обращение к кому-либо из практиков, начиная от энергопрактиков до психолога или, может быть, действительно человека-эзотерика, нумеролог, астролог, таролог и так далее, да, с целью, чтобы вам помогли, вас направили, что-то вам подсказали, дали в жизни вектор движения. И как следствие это как вы сопоставите с внутренними ощущениями, и это поможет вам действительно выбрать путь ваш жизненный на текущем жизненном этапе. Если смотреть в целом, наиболее знаковые и значимые это все-таки у вас сфера финансов и вот эти вот, знаете, как попытки отстоять свои личностные границы. Потому что по этим картам это отстоять то, что у вас было ранее, то, чем вы владели. Смотрим еще с вами на неожиданность этого периода. Что здесь будет по факту? Как будет развиваться цепочка событий? Так, лилии, корабль и книга. Даже дно колоды у вас падает здесь кольцо. Или называется это в этой колоде талисман. Сейчас объясню. Итак, это лилия у нас символ чистоты, личностного, духовного роста. В связке с кораблем и книгой это углубление в какие-то знания. То есть вы действительно можете пойти или на второе образование, или на какие-либо курсы. То есть что-то для себя открыть, так сказать, для чистоты своей души, для своей реализации, для личностного роста. Но и помимо всего прочего, это как поиск ответы на свои вопросы через какие-либо эзотерические знания, для того, чтобы понять, какой выбор сделать, с кем выстраивать союзы, с кем нет. Союзы личного характера, делового, социального. То есть здесь научиться чувствовать других людей, научиться чувствовать и считывать ситуацию и, соответственно, понимать, в каком направлении вам двигаться, вам развиваться. Опять же, это может быть договор, раннее бронирование на какой-то ретрит, на какой-то семинар, там, где вы совмещаете приятное с полезным, отдых, изучение культурного наследия новой страны, но и помимо всего прочего какие-то новые знания. То есть здесь очень такая позитивная информация, позитивный период. Пусть так и будет, таковыми арканами вам и закроем. Пусть в жизни идет все только в позитивном ключе. Мы сейчас это закроем таковым образом, чтобы в жизни были новые шансы, новые перспективы и возможности. И как следствие вы могли возродиться, восстановить те цепочки событий в вашей жизни, которые были нарушены. Вот такой расклад, вот такая информация. Пусть июнь вас непременно порадует только позитивными событиями. Буду ждать от вас обратной связи, энергообмена, поэтому не забывайте черкнуть пару строк. Вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.